ее можно собирать, как бы концентрировать в одном месте своего тела. То бишь, я думаю, не всю ее полностью извлечь из нашего тела и собрать в один такой сгусток. А я думаю, что отвлечь часть энергии, там, например, с головы, с рук, с ног, и вот эти частично вот эти потоки сосредоточить, частично забранные потоки этой энергии с нашего тела сосредоточить в одном месте. Я думаю, что это происходит примерно вот так. Потому что когда у меня был такой сильнейший всплеск, то это выходило у меня с района живота. Я почувствовал такое ощущение вот такого всплеска, как будто изнутри себя идет вот такой всплеск. И, кстати, очень похоже на мою первую паническую атаку. Вот ощущение вот этого зарождения в животе было примерно такое, только тогда меня гнал страх, а в этот раз, наоборот, был такой всплеск именно такой хорошего ощущения, такого позитивного, такого подъемного, энергетического такого подъема. И вот тогда я начал задумываться, что понимать, как бы мозг все равно уже тебе подсказывает, когда ты проходишь вот это состояние, в котором ты находишься, ты тренируешь мозг, соответственно, мозг уже постепенно начинает тебе помогать на каком-то этапе, и он тебе как бы подсказывает некоторые вещи, которые ты не понимаешь, но оно идет как бы догадкой, ты начинаешь как бы догадываться, потому что понимание в тебе того, что вот это произошло, у тебя нету на это ответа. С тобой такого никогда не было, как бы, и ты просто начинаешь догадываться, но ты же откуда-то догадываешься, мысль же это откуда-то приходит, что в тебе есть некая внутренняя неведанная сила. И вот эту силу я стал называть внутренние резервы организма. И у меня как-то укрепилась такая мысль, я начал, как мне их разбудить, вот как мне разбудить вот эту энергию, которая находится внутри меня. И потом впоследствии я наталкиваюсь на ролики казаки-характерники, украинские запорожские казаки. У них была выкидывается, опять выкинула. У них была такая каста казаков, это как бы отдельная группа казаков, группа людей, которые в эту касту отбирали людей, именно которые с рождения владели некими способностями, и потом, когда уже забирали людей как бы с общества и забирали в эту касту, их способности там начинали развивать дальше. А какие способности? Способности именно владения своей энергетикой, своей энергией и также силой мозга, то бишь владение своим мозгом, потому что один из моментов, все это делает нам мозг. Возможности мозга доси не изучены полностью, и поэтому вероятности, насколько изучили там процентов наш мозг, что там предполагают на 10, на 30, как говорила Татьяна Черниговская, вы же не знаете на 100% сколько будет, насколько работает мозг, поэтому откуда вы берете эти проценты в познании и на данный момент изучении возможностей нашего мозга. Но возвращаемся назад к нашей энергии, к этим казакам. Описывались такие случаи, когда казаки имели возможность, также они имели телепатическую возможность,
Что такое телепатия? Телепатия – это воздействие своими мыслями на мысли других людей. То есть такое как бы в современном языке сказать хакер, который залазит в компьютер и нарушает вот течение структуры неких программ. То же самое производили и они, то бишь своими мыслями идет внедрение в мозг другого человека и идет навязывание своих воздействий, там, своих картин и так далее. Как это происходит? Как это происходит? Если по Джона Кэха, по версии, что весь мир, даже вся Вселенная, это некая матрица, то бишь связанная энергетическими потоками. То бишь, смотрите, все живое, неживое, все, что находится вокруг нас, в Вселенной, это есть молекулярный состав. Дома, деревья, мы состоим из молекул, из частиц. И вот и все частицы, они имеют энергетическое поле. То есть, исходя из этого, все, что находится вокруг нас, и мы имеем энергетические поля. И мы все между собой связаны вот этими энергетическими волнами, которые мы излучаем. Дома, деревья, там, вода, мы. И мы находимся как бы в такой системе, в такой матрице, как бы, ну давайте себе представим на примере вот паутина паука, да, но это примитивно будет, плетеная паутина паука, и ты вот в этой паутинке таким встроен маленьким таким микроорганизмом. Вот примерно это так. И вот таких множество микроорганизмы, вот, ну не только организмы, как бы дома, деревья, мы, вот и есть такие частички, и мы просто между собой вот этими паутинками связанными, то бишь вот этими волнами колебания. И по этим волнам колебания мы можем передавать информацию на большие расстояния. Кстати, я смотрел видео, что телепатические возможности, они не имеют неких ограниченных расстояний. То бишь это может быть километр, может быть другой край Земли. Это происходит на любые расстояния. Еще там интересная такая квантовая физика и генетика. В квантовой физике есть такое понятие сжатия и расширения времени. То бишь время наше может сжиматься и время наше может разжиматься. И вот на сжатии времени вот это все очень быстро происходит. Вот там такие интересные вещи, еще до конца сам их не осознал, хотя смотрю, разбираюсь, но примерно понимаю, как вот это все происходит. Возвращаемся назад к нашим казакам. Даже такими способностями еще владели ниндзя. Кто такие ниндзя, вы знаете. Это воины, которые... ну, как бы их раньше называли профессиональные убийцы, наемники, специально обучаемые воины, владели ниндзя тоже такими вот способностями, как бы воздействия за счет там телепатии, владения своей энергией на других людей. Вот. И еще есть информация, ну, насколько я знаю, это Шаолинь. Это шаолинские монахи. То есть это, по-моему, Шаолинь Тибет, да, Слава? Угу. В курсе? В Тибете. Тибет. Тибетские монахи есть, Шаолинь еще есть отдельный монастырь, но там тоже Шаолинь. Они там между собой, либо они там все да. в одном месте находятся. Ну, тибетские монахи, шаолинские монахи. Тибетские монастыри, вот они владеют этим искусством, даже вот тибетские монахи, которые занимаются медитациями, вот они имеют способность затормаживания времени. Затормаживая время, ты можешь затормозить, я думаю, свой метаболизм, то бишь обмен вот этот веществ, ты можешь его усилить, можешь его ускорить.
я думаю, что это происходит так, Слава, да не трогай Не уже вижу. эти, за счет замедления, метаболизма, вот мы, я думаю, один из моментов и увеличиваем свое время в жизни, в которой мы находимся сейчас. Так, вернусь еще про возможности нашего мозга, используя вот эту энергетику и способности телепатические. То есть телепатия это то же самое вот гипнотизеры. Примерно это, наверное, я думаю, слова синонимы. То есть возможность человеку внушить то, что ты хочешь. Приводились примеры, когда несколько сотен вот этих казаков сталкивались, видели на каком-то расстоянии вражеское войско, которое превосходило их, скажем так, в 10 раз по количеству людей. И есть такое доказательство, что характерники имели возможность нагнать, то бишь на врага, нагнать страх. Как-то еще называлось, интересно, то бишь затуманивание, как бы, то бишь это есть воздействие на мозг противника. А как это происходило, я думаю, путем телепатии, через вот эту волновую генетику. Если мы предположим, что мы все связаны, весь мир, вся вселенная связана энергетическими этими потоками, то мы можем как ретрансляторы, вот, например, как были раньше радио, приходили волны, и мы слушали там музыку, какие-то повествования. Вот это примерно происходит так. То бишь волнами посылаешь, человеческий мозг другого человека эти волны воспринимают, и воздействие этих волн на него рисует ему картину. То бишь ты, скорее всего, получается, внушаешь ему свою картину. Картина, как мы понимаем, может быть хорошая, может быть плохая. Картинки это голограммы. Кстати, наш мозг, он еще имеет способность отторгать от себя голограммы, то есть рисунки голограммы. Вы сами, вот это, что вы визуализируете, это есть голограмма, то бишь то, что мы себе представляем и видим. Вот эти голограммы. И я думаю, таким способом происходило внушение врагу, ну, скажем так, что перед ним в десятки раз стоит войско больше, чем есть на самом деле. Из-за этого возможно, нагоняло страх и ввергало людей в бегство. Также воздействие могло быть и на животных тоже. Также можно было какие-то тоже там страхи внушать, я думаю, это было абсолютно можно. Да, еще описывался такой случай, когда там примерно десяток казаков, вот точно так они в степи выскочили на противника, противник находился вдалеке, они поставили вокруг себя копья и сами ушли в центр. То есть копья стояли по кругу, а сами ушли в центр этих копий, и путем воздействия телепатических способностей враг принял вот эти копья, которые стояли по кругу, якобы вдали находилась небольшая роща, деревья. То бишь они восприняли, их глаз, их мозг видел эту картинку по-другому, видел, как будто, что это просто растут деревья. Вот описываются такие случаи. Так, еще такой момент. Ставьте лайки, чтобы YouTube больше дал доступ людям, которые хотят попасть на сайт и посмотреть, тоже посмотреть наши прямые эфиры. Поэтому, поддерживая вот этими лайками, комментариями, вы помогаете нам продвигать наш канал. Также тоже просим на данный момент по возможности поддержать, если финансово, если кто может.
Вот, так, продолжу, продолжать буду дальше. Так, к чему я вам это все рассказываю? Энергию, если мы сможем сконцентрировать в себе вот эту энергию, то она очень помогает в выходе с тревожного вот этого депрессивного состояния, потому что наш мыслительный процесс, вот этот тревожно-депрессивный, либо тревожный, уже выученная привычка крутить наше состояние, все время нас пугать и тревожиться, идет такой момент нашей подавленности, эмоциональной подавленности. Человек чувствует такую безысходность, подавленность, крутятся вот эти негативные мысли. И поэтому, точно как работая с мыслительным процессом, работая с мыслями, ваша задача одновременно освоить свои эмоции, научиться управлять своим эмоциональным фоном, в котором вот это и заключается наша энергетика. То есть учиться эмоционально вызывать в себе всплеск вот этой энергии, эмоции, которая будет на нас положительно влиять, и я думаю, одновременно будет влиять на выработку нашего серотонина, потому что в нашем организме что-то одно, это так не работает. У нас все взаимосвязано. Поэтому учитесь освоить вот эти энергетические потоки через свои эмоции. Я думаю, ключ к этой энергетике лежит через нашу эмоцию. Вот. Потом я впоследствии, когда понял, что у нас что-то внутри есть, я использовал вот эту энергетику через эмоцию. Я вызывал сам у себя всплеск эмоций, и у меня шел такой вот всплеск этой энергии. Я думаю, они будут связаны, эмоция и наша внутренняя энергия. Вот. Вот что я сегодня рассказал. Так, еще что бы я хотел вам еще рассказать. Да, вот снимал последний ролик про способность нашего глаза, то есть нашего мозга через глаз видеть как от себя, так видеть на себя. Точно так мы можем говорить себе и говорить от себя, то бишь кому-то. Вот, например, на данный момент я говорю вам, то бишь я говорю от себя. Если я буду думать, говорить себе, то есть мыслительный процесс, вот, например, сейчас на минутку. Вот здесь я говорю себе, размышляю, значит я говорю себе. Понимаете? Вот, чтобы вы осознали этот момент, можно еще увидеть хорошо, когда мы учились в школе, когда учительница нам говорила, читайте про себя и читайте вслух. Вот, попробуйте это сделать, и вы увидите разницу. Точно так вот используется этот прием при дистанцировании от вот этих негативных либо тревожных мыслей, когда ты берешь тетрадь, берешь ручку и все мысли, которые у тебя в голове, начинаешь писать в тетрадку. Вот это называется вынос мыслей из себя. И когда мы сидим и думаем в себе, вот это мы крутимся в себе. Вот это как работает в себя и от себя. Понимаете? Вот. Чтобы вот этими примерами, я думаю, попробую, вы осознаете, как можно тоже дистанцироваться от мыслей, как их можно выносить со своей головы, именно фокусируясь на другом человеке, когда ты свои слова адресуешь ему, и ты также можешь адресовать себе через «я». Вот почему есть ошибки в мышлении, когда
люди начинают вешать на себя ярлыки через «я». Я плохая, я нехорошая, я некрасивая. Вот это получается адрес к себе. Адрес к себе. И тогда формируется, вот, говоря себе так, ты встраиваешь в нейросеть вот эти слова, а слова наши, они, кстати, тоже получаются вибрация, то бишь наше слово это тоже энергетический поток, вибрация. Вот то, что мы говорим вслух, это происходит вибрация. И поэтому мы эту вибрацию, ну я так думаю, как можем послать от себя, так можем эту вибрацию послать в себя. И поэтому, как говорит Петр Горяев, всегда думайте, что вы себе говорите. По его изучениям оказывается, что даже наше слово, вот эта вибрация, оно имеет свойство гена. То бишь вот это и есть момент, когда человек может сам себя лечить. Наша речь это волновой ген. Волновой ген. И существует множество примеров, когда человек сам себя говоря и плюс визуализируя справлялся с такими болезнями, например, как рак. Есть подтвержденные вот эти случаи, ну, как вам сказать, в практике. Даже проводил Петр Горяев опыты, вот эта волновая генетика, квантовая генетика и квантовая физика. Вот это как бы есть волновая генетика, когда записывали как бы с ДНК, записывали с ДНК здоровых животных специальной аппаратурой, делали эксперимент, брали крыс, вводили специальный препарат, который убивал поджелудочную железу у крыс. То бишь ликвидация поджелудочной железы вызывает сахарный диабет, ну и потом последствия после него. Так вот, вот этих крыс взяли и разместили на расстоянии до 20 километров. Потом со здоровой крысы специальной аппаратурой тоже пучком лазеря считали генетический код здоровой железы и стали распространять вот эти вибрации, распространять на 4 стороны, и что оказалось на расстоянии до 20 километров, крысы, у которых была поражена поджелудочная железа, она стала восстанавливаться. То бишь полностью восстановилась. Произошел такой момент саморегенерации. Оказывается, что у нас в стволовых клетках сохраняется полностью память от нашего рождения. То есть вот этот путь нашего формирования, как мы росли, то бишь как росла там печень, руки, ноги, то полностью вся генетическая память. И она сохраняется именно в стволовых клетках, но она потом получается как бы, ну, по моему пониманию, дремлющая. То бишь вот эта память, она получается как бы запечатана в такие ларцы, запечатана, и она не используется. Но если уметь разбудить вот эти стволовые клетки, то мы имеем уникальную возможность для саморегенерации, для самовосстановления. Что-то здесь вообще он работает или нет? Да. Никто не пишет ничего. Да, но не пишут, Обычно потому что молчат. Мы спросили, может кто-то Да. задать хочет. Просто у нас тема, пока нет ни про тревогу, ни про что ты не говоришь, ты просто рассказываешь, люди слушают. Может есть по психологии вопросы, так задавайте. Скажи, чтобы задавали. Да. Ставьте лайк. Да, пишите. Побольше людей присоединиться наших. Если есть вопросы, да, пишите. А то, я думаю,
тогда писали предварительный раз, писали, а сейчас как бы тишина. Ну, у тебя самовосстановление, я чуть-чуть тема другая, поэтому все слушают. Вот. Задавайте вопросы по психологии. Саша ответит. Если есть вопросы, да, пишите, задавайте, буду стараться отвечать. Вот. Но я думаю, все, наверное, внимательно слушают, что я рассказываю. Так, не забывайте ставить вот эти пальчики, там, сердечки, вот эти вещи. Так, да, для саморегенерации, самолечения. И оказывается, Петр Гиряев, они проводили эксперименты, и оказалось, что наше слово, наша речь имеет вот эту, имеет свойство гена. И поэтому, если мы имеем такую способность, но это надо осознать, как он объяснял, сложить алгоритмы, то можно возобновить, как бы разбудить вот эту генетическую память, и тогда вот эта сохраненная информация, которая находится в наших стволовых клеточках, она как бы запускает обратный процесс самоомоложения. Вот это интересные вещи, то бишь вот эта генетическая память, ну вот это по моему пониманию, она воздействует, запускает некий один из моментов химического вот этого, как химического состава, так и ускоряет, наверное, деление клеток, потому что я думаю, как бы один из моментов омоложения — это деление наших клеток, когда старые как бы отмирают, а новые формируются. Вот один из моментов вот нашего омоложения. Я так понимаю, там сложные процессы в нашем организме происходят. Я пытался понять там досконально, но это невозможно, потому что там физики, химики, там это нужно всю жизнь посвятить, чтобы разобраться там досконально, как происходят вот эти процессы. Но в целом картину я как бы себе уже представляю, прошел вот этот путь тревожно-депрессивного расстройства, и уже у тебя просто получается такой момент, как бы привычка мозга так думать, вот способность такого мышления, это есть тоже формирование. И почему я вот Славе говорю, что тяжело переключаться с одной работы на другую, потому что это способ мышления, и как бы чтобы начать снова так думать, нужно настроиться. Может, вы заметили на предыдущем эфире, когда я начинал рассказывать, то я запинался, там терялся, пока мой мозг настроился и, как говорится, перешел на ту дорожку и перешел на ту волну. Поэтому мы стараемся, но мне тяжеловато, потому что я полностью не погружен вот в этой теме психологии, потому что как бы нету времени, финансовая возможность не позволяют полностью уйти в эту тему, и поэтому приходится вот как бы разрываться. Хотя информации владею, мало не могу сказать, это вам судить, но кое-что знаю, поэтому вот самое сложное — это настроиться на эту волну, чтобы у тебя мозг стал работать вот в этом направлении, чтобы мозг стал работать в этом направлении. Вот, и способность, поэтому смотрите, стволовые клетки и саморегенерация. Саморегенерация — это как бы такой замкнутый цикл. Есть, как Петр Горяев рассказывал, такие медузки, которые проходят полностью весь цикл от эмбриона
полностью до старости, потом снова превращается в эмбрион, и вот так они, получается, вечная такая жизнь у них. Также вот если червя мы разрубим на части, то у червя со временем трансформируется и восстанавливается та часть, как бы, где мы отрубили, снова этот, например, хвостик вырастает или что-то другое. Даже если на много мелких частей есть такие черви, которые порубить, то происходит их восстановление. Вот это на клеточном уровне. Вот это и есть генетическая память, которая способствует запускать такие механизмы, как там деление вот этих клеток обновленных и так далее, которые способствуют полностью восстановлению той части, которую ты потерял. У человека мы можем регенерировать, по-моему, только три, ну скажем так, ну не части тела, ну либо части тела. Это ногти, волосы и печень. Вот. Три части тела, которые мы можем себе регенерировать. Но доказано, что человек, есть такая способность восстанавливаться абсолютно всем органам, всем частям тела. Доказано учеными. Проводили, да, кстати, интересно, проводили эксперимент, взяли двух бабушек уже в возрасте, двух женщин. Они не то что взяли, они как бы сами написали письмо вот в этот центр по изучению квантовой физики и генетики, написали Петру Горяеву письмо, чтобы им записали такую программу, чтобы они омолодились. Им сделали этот момент, у одной бабушки выросли зубы. И что интересно, зубы выросли, если зубы обычно растут месяцами, то у нее зубы выросли за 2 недели. Сформировались полностью, весь цикл прошли за 2 недели зубы. А у второй бабушки менструационный цикл начался, то есть обновление крови, это говорит о регенерации организма, обновлении. Вот такие происходили вещи. Также, так, про крыс я рассказал. Какие они еще проводили эксперименты? Вот еще интересные эксперименты. Это относится к силе слова речи. Делали эксперимент на растениях. Есть даже ролик, который носится по ютубу, по-моему, японец или китаец, где в такие прозрачные колбочки стеклянные насыпан рис, и вот там, по-моему, три вот этих сосуда, раз, два, три. И одному сосуду он говорит нелестные слова, второму сосуду говорит нейтральные слова, и третьему сосуду говорит плохие слова. Нет, первому плохие, третьему говорит лестные слова. И что интересное происходит? Со временем тому рису, который находился в этом сосуде, говоря плохие слова, рис стал чернеть, кукожиться и плесневеть. Второй рис, находящийся во втором сосуде, сохранял свою форму, когда начинался эксперимент, то есть, скажем так, ничего у него не поменялось. И в третьем сосуде, в котором находился рис, пошли паростки, то есть рис стал прорастать. Точно так провели, взяли растения, дали им, ну я так думаю, лучевое облучение, 2000 рентген, и у растений порвали все хромосомы. И
говоря лестные слова, там, например, ты здоровый, ты сильный, ты мощный, растению говоря такие слова, и что интересно, говорили на 3 языках. На немецком, русском и еще на каком-то языке. И абсолютно одинаково растения стали восстанавливаться вне зависимости, на каком языке им это говорили. Но на разных языках говорили одно и то же всем растениям. Вот проводили такой эксперимент. Да, еще, кстати, есть тоже эксперимент с кактусом. По-моему, в Японии или в Китае употребляют в пищу какой-то кактус, он там очень вкусный и является там знаменитым таким блюдом. Но сложность получалась в том, что в этом кактусе были иголки, и как бы неудобно надо было его обрабатывать, или что этот кактус. И один из ученых мучился, пытался у этого кактуса как бы истребить всякими генетическими там вмешательствами, или как он делал вот в поколении, чтобы убрать эти иголки, чтобы они не мешали для применения этого кактуса в пищу. И потом произошел интересный момент, он просто начал говорить кактусу, чтобы он убрал иголки. И, по-моему, уже где-то во 2-м или 3-м поколении, когда вот эти кактусы перерождались, то уже в 3-м поколении иголок в кактусе не было. То бишь силой слова, силой речи вот этой волной, которой он говорил у кактуса со временем пропали иголки. Вот эти моменты доказывают то, что наше слово имеет силу. Вот это об этом и говорит. И поэтому доказанные есть случаи, что человек, да, кстати, свято веря в Иисуса Христа, возомнив себя Иисусом Христом, представив это, визуализировав, появлялись у людей стигмы. То есть точно как вот описано у Иисуса Христа, когда его прибивали на крест, появлялись у людей стигмы, то есть вот эти отверстия. Также, если человек обладает гипнозом, то есть вот этим телепатической способностью, если внушить, взять, вот тоже проводили эксперимент, брали монету, и человек, обладающий вот этими телепатическими способностями, внушал другому человеку, что эта монета раскаленная, то происходили такие химические процессы в организме и появлялся ожог. То бишь через химический процесс в организме, ложа эту монету на руку вот этому человеку, которому было внушили, что монета раскаленная, происходили ожоги. Да, ну есть много информации, когда люди ходят, например, по раскаленным углям, абсолютно при этом не имея ожогов. То есть вот это есть момент самовнушения, вера, абсолютная вера в то, что ты делаешь, делает вот такие чудеса. Еще где-то я читал в книге либо где-то смотрел, не помню, женщина, которая хотела забеременеть, абсолютно уверовав в это, что ей поможет святая Матронушка, едет в ее монастырь святой Матронушки и, возвращаясь домой, через там 3 месяца или полгода у женщины наступает беременность. А как это интересно происходит? Верно, дело в том, что девушка залаживает в себя программу через слово и абсолютную уверенность, то есть
слово она просит у святой Матронушки, вот, чтобы, например, она дала ей ребенка, то есть проговаривая снова же себе, там, читая некую молитву, ты же, получается, говоришь сам себе. То есть речевая структура, если наше слово является геном, мы залаживаем программу и активируем у себя некий вот этот процесс, связанные, я думаю, химически некие там сложные вот эти процессы, которые активируют, наверное, там вот эти яйцеклетки, что там происходит. И в результате получается беременность. Но чтобы это произошло, это называют чудом. Это называют чудом. На самом деле, да, если со стороны посмотреть это чудо, но если понимая, как это происходит, то это и есть такой момент залаживания в себя программы, самовнушения. То есть самовнушение это и есть залаживание программы, и мозг начинает над этой программой работать. Иными словами, мы даем команду мозгу, визуализируя и проговаривая того, чего мы хотим, и мозг начинает над этим работать через запуск процессов, которые начинают у нас движение в нашем организме, чтобы прийти вот к этой цели. Вот это один из моментов, способность нашего мозга. Да, я еще когда находился в этом состоянии, первая книга, которую я читал, даже еще до того, как КПТ начинал заниматься, это «Сила мысли» Джона Кэха. И вот тоже по его книге, я еще тогда не понимал, как это происходит, но я уже верил, что это есть действительно, потому что я практиковал, начинал с его книги практиковать со сном, и это начало немного работать, но полностью вот этого процесса я не понимал, причинно-следственных, как оно работает. Но оно работало. И вот веря этой книге, когда вот будет у вас такой момент, кто находится в тревоге, вот этом неврозе, когда ты ложишься спать, то у тебя идет прислушивание, сразу автоматически мозг стягивает на прислушивание к сердцу, к сердцебиению. У тебя сердце начинает там либо быстро ту-ту-ту-ту-ту, либо замирание, то там как будто обрывается, идет вот этот автоматический импульс, который командует на работу сердца, и тут же кортизол влияет на частоту удара. И ты постоянно на фокусировке вот этого сердца, у тебя, ты на тревоге, ты на страхе, что это сердце там, черти знает, что происходит, что вот-вот-вот я там умру, вот-вот-вот-вот. И я начал использовать эту методику, один из моментов, вот эту методику самовнушения, то есть я сам себе проговаривал, у меня здоровое и сильное сердце, и я видел в себе это сердце, как оно у меня спокойно бьется, какие у меня чистые эластичные сосуды, какая у меня жидкая кровь, похожа на струи родниковой воды, как она пробегает по моим сосудам. И я натренировался до такой степени, что я это реально видел в себе. Хотя была ночь, я закрывал и как бы входил в себя, либо наблюдал, как у меня спокойно, я проговаривал и представлял себе, как это происходит. И да, и происходили реальные чудеса. Сердце постепенно, видно, кортизол уходил, и сердце принимало обычную обычный цикл своей работы. То есть билось спокойно, как оно и должно биться при спокойном состоянии. Вот такие вещи я экспериментировал, делал с собой, но это только я один момент вам рассказывал. Еще ранее я рассказывал, как я голограммы видел, как я видел себя со стороны, Вот что сегодня в нашем сегодняшнем эфире я вам хотел рассказать про энергию, про нашу энергию и как ей постараться овладеть.
попробовать овладеть, попробовать вот своей этой энергией как бы управлять. Управление идет за счет сосредоточения ее в одном месте, как бы ты ее собираешь, стягиваешь в одно место, и потом идет вот такой энергетический всплеск. Я дотренировался до такой степени, мне потом хорошо помогало при подавленности, когда тебя ломает, и у тебя идет психологическая такая подавленность, тебе вот ничего не хочется, как говорят, даже жить не хочется, то я научился со временем, я делал всплеск. Я говорил, я здоровый и сильный, как бы вот эта речевая структура, я обращался к себе, и одновременно я как бы налаживал себя здорового, видел себя в себе здорового, и третий вот этот момент одновременности, это вызывание вот такого всплеска, эмоционального всплеска. Возможно, это энергия. Я этого не исключаю, потому что вот это, то, что было со мной в ванной, тогда я это не вызывал. Я был подавленный, и поэтому я как бы даже я не знал, что так можно сделать, что можно вот этот эмоциональный фон вызвать сам у себя. Но когда со мной произошло это первый раз без моего участия в этом, я потом понял, что да, внутри нас что-то есть непознанное нами, по крайней мере на тот момент неизвестное мне, но я понял, что там есть очень большая сила, даже сильнее той, вот этой нашей физической силы, потому что это ощутил на себе, и я не то что испугался, а я сразу как-то удивился, и мне сразу пришли вот эти мысли, что внутри нас что-то есть. И вот потом путем вот изучения и смотрения разной информации, потом впоследствии, когда я постепенно уже твой мозг может думать, как бы твой мозг может сосредоточиться на этом, ну как бы человек на тревоге, он не может сфокусироваться, то есть рациональное мышление, оно отсутствует, у тебя вот все время гоняет, работает вот эта лимбическая система, вот это бей-беги, рефлексорный мозг, поэтому ты там не подумать, не сосредоточиться, ничего не можешь. Но когда уже более-менее ты тренируешься, у тебя моментики проскакивают, где ты немножко можешь там чего-то, какую-то почитать информацию или куда-то там зайти, что-то посмотреть, то впоследствии я нашел вот эту информацию, а информацию я еще взял, есть такой Лавров, он военный, он подготавливал спецподразделения, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане, то есть подготовка была диверсионных групп спецназа. Именно он занимался подготовкой вот этих групп, и именно с позиции управления своим мозгом, своей энергией, где как бы связывали вот этот способности мозга вместе с физическими возможностями. Он, исходя из этого, он еще летал к Бехтеревой на то время, это известная тоже, я так понимаю, известная, ну, по нейро вот этой науке, по способностям нашего мозга, там, я думаю, тоже много у человека будет регалий разных. Бехтерева, по-моему, пусть меня извинят, по-моему, Татьяна Бехтерева, вот точно не помню. И инструктируясь у нее, как работает мозг, понимая это, вот исходя из этого, он тоже подготавливал группы. Что интересно, сам Лавров, он тоже был выходец из семьи вот именно казаков-характерников, поэтому некие способности по управлению энергетикой он уже имел.
Если вам будет интересно, на ютубе можете посмотреть, есть там, ну, немногочисленное, но хватает роликов именно вот про Лаврова, называется «Бесконтактный бой». Бесконтактный бой. Вот если вам будет интересно, то можете посмотреть. Вот, что-то я ушел вот в наклонении в эту тему и потерял мысль, с которой начинал. Вот. Так. Ну что, у кого есть какие вопросы? У кого есть какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Задавайте, а то получается тишина в Ютубе, тишина в Инстаграме. Так, есть какие-то вопросики? По психологии, тревога. То есть Все, что вас интересует. Все, что вас интересует. Тревога, стресс, депрессия. То, что с вами происходит, по возможности, исходя из своих знаний, своего опыта, когда выходил с этого состояния, я вам помогаю. Я вам рассказываю, что с вами происходит, что и как делать, в каких ситуациях. Так. Вот. Ну, на сегодня вопросов нету. Вопросов нету. Ну, тогда, наверное, будем на сегодня уже заканчивать наш эфир. Сколько там, Слава, по времени мы? 40 минут. 40 минут. Будем, наверное, заканчивать эфир. Раз не задаете вопросы. Что бы еще хотели услышать? Если нету вопросов по тревоге, что бы еще хотели услышать? Вот, тишина. Ну ладно, тогда на сегодня заканчиваем. Может, пройдет вопрос какой-то. Зайдет человек. Может, не подписчики сидят, могут так с интернета сидеть, поэтому не знают, что по психологии. Да, вот еще описывался случай, интересный случай, тоже группа Петра Горяева, ну, научные молодые, как бы, ну, студенты, не студенты, но молодые специалисты выращивали растения и говорили растению, какую они хотят форму листика, какую они хотят форму лепестка. И что интересно, что происходила трансформация, именно какую форму листика и листка они говорили этому растению, и постепенно растение делало такую форму листа. Вот. Интересно, конечно, вот вещи происходят именно под влиянием силы слова, то есть речи, нашей речи, вот этой волны, которую мы либо отвергаем от себя, либо направляем в себя. Вот эти способности, вот я вам рассказывал, точно так и имеет способность наш глаз. Мы можем смотреть от себя, можем смотреть на себя, и еще мы можем смотреть вовнутрь себя. Здесь у глаза вообще есть 3 способности. Так, спасибо вам большое за ваш труд. Объяснять людям это состояние. Благодаря вашим объяснениям это помогает. Спасибо, крепкого вам здоровья. Ну, спасибо вам тоже, что смотрите. Так, поэтому... Так. Сила речи, сила слова. Вот. Так, чтобы вам еще вспомнить, рассказать. Да, вот про эту способность вхождения в самого себя. Вот это такая интересная вещь. У меня одномоментно это было, но вот эта штука, ну как штука, не штука, как ее назвать, способность
войти вовнутрь себя, это момент такой бессознательный. Бессознательный. Потому что если вы спросите, как вы это сделали, я вам не отвечу. Это вот что-то происходит, такой момент, ты это делаешь, ты как бы направляешься, но делаешь это неосознанно, нету какой-то логистики, чтобы погрузиться вот вовнутрь себя, то есть как бы нету таких ступенек, по которым можно объяснить, как это происходит. Как это происходит. Это я делал один раз, но я до конца не погрузился, мне стало страшно. Это был такой момент, похожий на вот пирамиду, перевернутую пирамиду, если взять мы вот эту египетскую пирамиду, она как бы треугольник имеет, то вот ты ее переворачиваешь, и ты идешь по неким уровням. Внутри нас, вот это я видел так, это как перевернутой пирамиды, перевернутой, и ты вот, я начал спускаться, но я спустился где-то второй уровень, вот это я видел полосы, которые укорачивались, вот одна шире, вторая уже, вот где-то вторая, третья полоса, вот это там, как бы я видел как полоса, и как бы переход как бы с одного уровня на второе, и мне стало страшно, я вышел. Потом через какое-то время был такой момент, ты как-то заскакиваешь в себя, и у тебя просто там такая радость, вот какая-то детская радость, все в таких красках. Вот такой момент он был, но он происходит как-то неосознанно, ты как-то раз сам в себя, раз и входишь. Вот это я не смогу объяснить, как это происходит, как я вам и говорил. Это такая какой-то момент такой бессознательный, не знаю. Может связано, я тоже занимался медитациями, но медитации были настолько, насколько я понимал. Больше, наверное, эта медитация была как разговор со своим мозгом. Вот у меня так происходило. Когда я на каком-то этапе понял, что мозг есть мозг, а мы есть мы, я стал с ним разговаривать. Я как бы стал его обучать. И вот я давал такое упражнение, это диалог с своим мозгом. Вот когда у меня была сильно тревожилась голова, когда такое болевые сильные были ощущения, вот я использовал аквариум, то есть я визуализировал аквариум, и еще есть такой момент, я начинал себе говорить я спокойный, ты спокойный, и в это время озеро себе представлял. Вот я взял озеро с работой со сном, когда я говорил я спокойно засыпаю, и представлял в детстве мы бегали у тети на лесное озеро рыбачить, там покупаться, и вот я взял за основу вот это озеро, и я себе его визуализировал. И в успокоении своего мозга я взял же это озеро, только поменял фразу, поменял вот эту мантру, убеждение, как бы шел уже разговор, чтобы он успокоился, я его как бы успокаивал. И я заметил такой момент, что через какое-то время он начал меня слушаться. И чем больше я тренировал, а я его тренировал разными методиками и разными способами, и чем больше я проводил эти тренировки, то мозг начинал меня слушаться все больше и больше. Как бы, скажем, ну не больше, а быстрее. Если мне раньше нужно было больше времени, чтобы его успокоить, то со временем тренировки мне было вот этот временного затрачивания вот этого времени намного меньше, проговаривая ему, и он быстрее успокаивался. То есть промежуток вот этот временной его успокоения, он уменьшался точно
такой момент у меня происходил, вот про эту внутреннюю энергию, когда у тебя проявлялась у меня подавленность, то я натренировался до такой степени, я выходил утром, идя на работу, меня придавливало, вот еще вот, придавливало. Я себе говорил, какая классная погода, какая классная природа. Буквально 2-3 раза, и у меня эмоциональный фон, он сразу восстанавливался. Я предполагаю, что это не только как здесь работает энергетика, точно так же идет воздействие на серотонин, на наш химический состав. Ну вот, наверное, воздействие на наш химический состав, он идет через эмоцию, через эмоцию. Потому что если кортизол у нас, активность выброса кортизола вызывает страх, то выброс серотонина у нас вызывает радость. Вот это взаимосвязь. Взаимосвязь, то есть и эмоции регулируют наши химические процессы. Эмоции регулируют наши химические процессы.